Всем салют, ребята, вы на канале Margolis Channel. Продолжаем проходить интересную игрушку A Plague Tale Innocence. Собственно, погнали. Так, глава 12. Мели возвращается в замок вместе со своим братом Артуром и сообщает, что мать Миция и Гуга жива, но находится в плену у Инквизиции, а Миция пытается скрыть это от Хьюга. Тот подслушивает беседу, и они идут, собственно. Матушка никогда меня сюда не выпускала, говорила, что это опасно. Опасно для нее, без сомнения. Ты никогда не находила ничего такого? Нет, а я всегда умела искать. Ну, тебя нас двое, ты теперь не ребенок. Мы все найдем. Натрещались. Забиражечкой. Берем. Все тащим. Все, что не прибито. Так, тут крысы. Пока они закрыты. Оп. Ага. Короче, лампочка и две кучки крыс. Давай-ка мы эту лампочку потушим. Таким вот образом. Потом их всех соберем в одну кучу. Куда-нибудь. Херак. Зажигаем снова лампочку. Так, они, получается, остались иссечены. Давай с пацаном двигаем. Yes, of course. Давай, ну чё, двигаешь? Эй. Так, надо направление нажимать. Ну окей. Так, вот тут еще, я, по-моему, в прошлой серии еще смотрел. Так, мы читаем. Ну-ка, смотри, Лука. Римская фреска. Похоже, что есть Янова чума. Лаврентий мне про нее рассказывал. Страшное было дело. Хуже, чем сейчас? Сложно сказать. Это было в 6 веке. Лука, эти купальни построены римским губернатором в 6 веке. Фреска здесь не случайно, как и мы сами. Угу. Ну, тут, в принципе, все не случайно происходит так-то. Так, коридорчик-то большой, но давай мы его в сторону, просто толпу эту отвлечем, попробуем. Давай вот туда, так сказать, фас. Блин, или бомбу кинуть. Давай, наверное, вот это подешевле будет. Бежим. Бежим. Нет. Короче, да. И бомбу. Можно было просто бомбу швырнуть, короче, в ней, да и все. Ладно, давай сделаем. Вот это херню. Налепим. Что еще? Пляшки. Ну, остальное вроде все есть. Ладно. Короче, можно было не париться. Так, это судаторий. Римляне здесь парились до пота. Да, жар создавался паром. Это, ого, какие статуи. Что такое? Это же алхимические звери. Разложение, очищение, амальгирование и сублимация. А символ в бассейне тоже означает разложение. Мы всегда так нравились эти значки. В 2 других бассейнах есть еще 3 символа, 4 статуи, а под этой горит огонь. Можно попробовать зажечь и остальные. Я должен был быть способен к ним. Такое, ну, короче говоря, это баня, да, такая у них римская. А как они тогда парились? Просто плавали, это типа бассейн. Странное место для запара у них. Ай-яй-яй. Я, наверное, зря сюда залез. Блин, а как выбраться? Она упала. Поднимайся. Давай-ка осмотрим получше. Чтобы лишний раз не долбануться куда-нибудь. Так, вот это.
Змея. Этот рисунок пару раз снился мне в кошмарах. Что такого? Подумаешь, рисунок посмотрела, что кошмары должны сниться. Лев, царь зверей. Где он? Он был как лев. Надеюсь, ты сейчас счастлив, где бы ты ни был. Но это она про отца говорит. Дальше. Тут у нас. Что у нас есть? Давай почитаем. Чем? Смотри, рядом с символом плиты просели. Думаю, ты можешь пройти. Я спущусь, оставайся здесь. Хорошо. Ну понятно, да, что не туда. Подождите, я еще не все смотрел. Луга, еще одна фреска. Беременная женщина. Но это все, но это не все. Посмотри, что рядом с ней. Что-то типа Алембика, да? Она алхимик? Именно. Таинственную алхимию часто сравнивают с зачатием. А тигель и горнила с чревом. А может быть, она просто беременная женщина-алхимик? Не просто. Это храм принадлежал твоей матери. И тот факт, что здесь изображена женщина, не простое совпадение. Это очень важный момент. Наверное, ты прав. Не, он... Зачем просто, правда, рисовать бабу беременную в бане? Беременную вообще париться нельзя, а тут еще в бане. Только беременная с каким-то, не знаю, каким-то тазиком нарисовано. Намылась, короче. Но может быть она, кстати, пивка въебала в бане, у нее брюхо выросло. Лебедь, величественный и благородный. И все, да? Комментариев больше никаких. Спасибо, Кэп. Ага. 4 штуки тут горят. Ну пойдем вниз. Пойдем посмотрим. Ля ты крыса, а? Ой, вот, я не пойму. Давай присесть. Ох, замечательно. Эй, ну что там? Гнездо, они повсюду. Я ничего не вижу. Я тоже субтитры мало плоховато вижу. А куда идти? Тут я прохода нету никакого. Ну то, что палку зажигать, это однозначно. А дальше, ага. Там вроде как проход есть. Ну давай запалим огниво. Ладно, пойдем. Как ты собрался это сделать? Я, походу, не сюда. Та-та-та-та-та, сейчас палка прогорит. И другую. Давай, бросай ты ее. Блин, а может быть и тут проход есть? Давай посмотрим. Блин, тут тоже есть, но маленький. Раки были маленькие, но по 3 рубля. А досрочно можно как-то эту палку бросить? Ту-ту-ту-ту-ту. Плохо, что она прям с этим факелом не бежит. Прям минусики. Так, тупик. Та-та-та-та-та, меня сейчас могут сожрать вообще на раз. Ну-ка. Да, сейчас палка прогорит. Бежим. Так, значит, не налево, но погнали направо тогда. Походу, она с палкой-то не залезает же. Берем. Залезаем. Ах ты падла. Давай быстрее. Оп. Ох, успел. Да, это очищение. Осталось зажечь последний символ. Так, а где он? Ладно, возьмем. Я успеваю. Тихо. И быстренько туда возвращаемся. Так, ну значит надо перелезать. Гадалки не ходи. Давай. Перелезет же? Перелезет. Времени не очень много. Бля, не туда. Давай. Есть, успел. Появился символ. Это сублимация. Все чаши загорелись, можешь возвращаться. Мне нужно отсюда выбраться.
Ты почти на месте. Спасибо, Лука. Говори со мной. Да. Пошли назад тогда просто. Чик. Возвращаемся. Что в жизни совсем иначе. Самое худшее, все это кажется каким-то ненастоящим. Теперь, блядь, главное мне не потеряться. По-моему, я так шел. Мать. Не та сторона. Значит, сюда. А потом-то куда? Давай. Тетя, топи. О, все, пошел. Отлично. Разложение, очищение и сублимация. Жаба, лебедь и змея. Значит, наш друг Лев что-то скрывает. Пойдем к Левичу. Из картов-то стань, тут безопасно. Ну. И? Может, во рту? Или во рте? Матушка, помоги мне. Нужен. Ты раскрыла ее секрет, Амиса. Ты это заслужила. Что заслужила? Ну, хоть руку не оторвала, знаешь. Бывали прецеденты. В фильмах такое случается. Пойдем. Как здесь темно, никакой огромный зал. Побереги снаряды, а я беру на себя. Так возьми, зажег бы все сразу. Ну что, продукция реакции, стабилизаторы, реагенты, благородные металлы. Гораздо интереснее всего, что мы видели в спальне. Это то, что мы искали, Амиса. Отлично. Тут. О, пацан, бегай, зажигай, все ништяк. Амиса, это рукописные заметки твоей матери. Попробовала новую трансформацию. Но эликсир остается незавершенным. Факел носителя исчезает, оставляя моего сына во тьме Макула. Она была. Амиса, то, что мы ищем, однозначно где-то здесь. Но где? И как оно выглядит? Вон там что-то есть. Еще фреска. Дитя на руках у матери, но эти отметины на его теле — Лука. Прима Макула. На этой фреске веков 8. И тем не менее, выходит, это случилось. Но как часто? Кто знает? Сангвинус, пути крови. Макула прошла сквозь века. Она уже изменила мир и сделает это еще раз. На этой коробочке изображен Феникс. Символ великого алхимического труда. Амиса, мне кажется, это она. Открой. Хорошо. Подожди, мы никакие коробочки дергать не будем. Молодой чемодан. Мы сейчас сначала все осмотрим. Наверное, вот эту херню, да, поджечь надо. Еще крыса ломанулся, и нам труба будет. Так, раз. Вот эту чепушню тоже поджигаем. 2. Ну, тут какая-то головоломка, которой надо будет разгадывать. Матушка умела пользоваться, ну, бла-бла-бла, короче. Это надо найти что-то. Матушка, оказывается, тут столько всего происходило. Я понятия не имел. Я была слишком занята, играла и развлекалась. Мамаша, короче, алхимией занималась. Пока девчушка блудила, развлекалась, а в бане ее никто не пускал. Это довольно-таки странное решение, прямо вот рядом с баней делать алхимическую лабораторию. Видимо, помещений было немного. Мамаша только могла здесь, так сказать, уединиться, чтобы потворить. Хотела она очень сына своего вылечить. Самогонные аппараты вон тут расставлены. Бабухи его ломать еще, короче говоря. Нальет себе, значит, стопочку. Возьмет скрипочку. Протяжем так. Не. И выдумывает новый эликсир. То, что трещали, получается, насчет этой фрески, получается, чума, типа, она уже несколько веков назад была. И
И, собственно, как-то кто-то заболел, вылечился, и она все искала противоядие, типа того. Опа, самогонка. Лукас, смотри. Глубокая кристаллизация, сине-зеленые грани, чистая субстанция. А запах? Самогончик-то. На кедровых орешках. Что? Да он уже бухой. Амбровый запах. Потрясающе. Да говори ты уже. Что это такое? Это эликсир для Хьюга. Она продвинулась довольно далеко, но не успела его закончить. Ты что хочешь сказать? Это самый эликсир? Да, невероятно, что она зашла так далеко без книги. Мы сумеем его воспользоваться. С книгой и моими заготовками возможно. Мне кажется, я даже не смогу его закончить. Я смогу. А ты молодец, магистр. Ну, пацан, во-первых, не магистр. То, что у нее есть книжка, это ничего еще не означает. Во-вторых, мамаша, если сделала эликсир, ну или самогонку, сделала самогонку, не факт то, что она... почему она не дала ему сразу выпить? Значит, там что-то не готово, либо это наоборот ухудшает. Так что она бы дала сразу же, если она там нашла бы противоядие, она бы по-любому своего сына ломанулась лечить. Не зря же она там годами это все дело вычисляла. А тут пацан еще, блядь, он же недоучка. Ладно. Сейчас малого самогонкой накачает просто так. Почему она не рассказывала мне об этом? Я бы все поняла. Да не все бы ты поняла. Я бы сделал то же самое, Митса. Это же алхимия. А матери всегда защищают своих детей, правда? И крысюки тут полезли. Мать их. О нет, только не сейчас. И как нам отсюда выбраться? Не думай об этом. Заканчивай эликсир. Я задержу их. Не может быть. Но почему сейчас? Лука, надо бежать. Я считаю, твоя мать остановилась у солнечной двери. Она нашла факел. Бессмыслица какая-то. Это символ. Она искала недостаточный элемент. Но в книге сказано «опустоши сосуд для души». Дабы наполнить его. Твоя мать ошиблась. Ничего не надо добавлять. Нужно вычитать. Пока я готовлю смесь, найди мне мацерат. Он наверняка где-то здесь. Мацерат? Это что? Где его искать? Там же, где лекарство. В алькове со шторкой. Я уже бегу. Спокойно, Лаврентий всегда говорил, успокой биение сердца своего, ибо руки подчиняются его воле. Что такое главное успокоиться? Так, крысы. Крутим вот эту херню. Лука, механизм точно такой же, как в Шарло де Амбраж. Не сказал бы, что это совпадение. А что за занавес? Хороший вопрос. Ну давай пройдем. Ну что, нашла мацерат? Не могу туда попасть. Перец, мята, нет, что-то гораздо более ужасное. Пахнет не слишком приятно, но не слишком мерзко. Ну, займите я. Это что, понятия не имею, вообще ничем не пахнет. О боже милостливый. Это абсолютно. И пизда. Понеслась мне. Так, давай, кучи. Первая. Вторая. Дальше. Давай, пидор. Все? А че она не крутит-то? Эй, тетя, крути свою шарманку. А, у пацана уже горит свет. Ну что, разбудим Феникса? Осторожней, не трясись ты так. Эй-эй-эй. Куча растет. Давай, первый пошел. Еще. Вторая куча. Еще делаем. Сказал, что надо будет что-то добавлять. Почему ты продолжаешь?
А чтобы что-то убрать, нужно что-то добавить. Амиция, с жаром, расчисти мне путь до дистиллятора. Ладно, идем к дистиллятору. А, ну самогонный аппарат. Тихо, тихо, тихо. Крутим. Крутим эту фигню. Нет, пацан в другой стороне получается. Все, не крутится, что ли? Ах ты, курва. Давай. Еще куча есть? Походу нет. Дальше крутим. Он упадет в центр? Нет. Он бежит по кругу. Тихо. Еще есть куча? Нету. Берем. Ну, хватайся ты за нее. Дальше. Давай к самогонному аппарату. А он сам уже убивает. Я не могу изменить ход истории. Что ты несешь? Мелкий урод. Пора за работу. А? Я знаю, что делаю, по крайней мере. Мне так кажется, в любом случае пути назад нет. Просто будь осторожен. Be careful, говорит. Так. Защищаем пацана. Давай, где еще? Угу. Вижу. Оп. Еще есть куча? Нету. И правда, ну же, дай мне тот самый чистый спирт, на который ты способен. Вот солнечная Д, пламя носителя. Я же говорю, они самогонку делают. Амиция, возвращаемся. Самый чистый спирт им нужен. Сейчас Сэма чем забацают, малого Сэма самогонкой напоят, и все ништяк. Опа. Текай, малой. Лоп. Еще куча. Где? Где собирается куча? Вот она. Оп. Давай еще. Крутим, мутим. Еще немного. Давай, давай, давай. Еще. Вижу. Готово. У меня все получилось, Лука. Лука. Что? Что происходит? Крысы успокоили. В натуре они успокоились. У меня получилось, и они тоже это поняли. Когда не будем мешкать. Прошу, только после вас. Ща по стопочке бахну. И будет ништяк. Только после вас. Какой джентльмен. Сначала даму выпить предложил, потом сам бахну. Странно, почему крысы успокоились? Ишь ты, поди что. Лука, у тебя получилось. У нас получилось. Лаврентий гордился бы тобой. Я горжусь тобой. И вся страна гордится тобой. Спасибо, по крайней мере, одно мы теперь знаем наверняка. Этот эликсир связан с крысами. А значит, есть связь и с носителем. Да, но давай все по порядку. Надо сначала спасти Хьюго. Ща малой самогоночки накатит. Как крысы поняли то, что, ну, как бы надо успокаиваться и не беситься, короче. Ай-яй-яй. Жулик, не воруй. Если она была даже колба закрыта. Тем более такая масса крыс, они что, по запаху это учуяли? Или у них, блядь, какой-то массовый мегаинтеллект, что ли? Это они? Эти тоже самогонку ждали. Ну, то есть, короче, та же ситуация, когда бухло перестают продавать после 9, ну, в каких-то городах после 10, короче. И вот все люди, которые казачка засланного ждут, такие: о, ни хрена, он принес там бухло. Вот. Наш начинающий алхимик сотворил чудо. Теперь у нас есть эликсир. Я сигнал, что это ты молодец. Пойдем проведаем Хьюго. А малого-то они оставили без присмотра. И валялись там просто под снегом на земле. Малой вообще с водона подыхает. Ебло трескается. Хьюго, ты не спишь?
А куда там спать-то? Ты оружие его видела? Эй, смотри, у нас получился эликсир. У Луки получилось. Вот, держи. Он может быть горьковат. Неважно, выпей одним глотком. Целый батл, что ли? Вот молодец. Я теперь выздоровел? Ну... В любом случае, тебе скоро станет гораздо лучше. А Митса, мы больше никогда не увидим мамочку. Ох, Юга, я тебе говорила, она не вернется. А там, где она сейчас, там не больно? Нет, конечно, нет. А теперь давай спать. Хорошо? Завтра, когда проснешься, ты будешь чувствовать себя гораздо лучше. Вот увидишь. И на скрипочке так. Сик-сик-сик-сик. Малого накачали и спать отправили. Сейчас они осушат это. 0,7 водочки. Точнее, самогончика. Будут драться там. Эпитимия. 13 глава. И все. Никакого описания в главе нет. У них же мамаша, в принципе, выжила. Она вроде как там находится у этих... в заложниках. У Инквизиции. Амиция, ты не поверишь. Родрик побил Артура в стрельбе из прощи. Это неправда, он застукал... Ха-ха, это просто сопляк. Вы там опять ругаетесь? Ах, ты играешь, но это не по правилам. Ты не будешь рассказывать о правилах. Хьюго, вы видели Хьюго? Вот и я о том же. Хьюго, вы видели Хьюго? А малой-то исчез. Он испарился. Хьюго, эй, ты где, малыш? Хьюго? Да он за матерью пошел. Гадалки не ходи. Да-да. И медальон забрал. О нет, он ушел. Хреново. Но он малой, в принципе, неудивительно, то, что он за матерью пошел, ему насрать на вас, на всех. Что вы там думаете и так далее. Он себя чуть получше почувствовал и попиздил. Да, она идет, как штаны навалила. Хьюго, отзовись, Хьюго. О. Еще и сломанной ноги, блядь, не хватало. А там крысюки? Нет, нормально. Угу. Ну, двигаем, получается, за пацаном. Ох, голова. Осторожней. Джентли. Вот тебе и Джентли, блин, побежала за брательником просто так. Ну как просто так? Друзей бы с собой взяла, во-первых. Начнем с того даже. Давай, не останавливайся. А чё ты его зовешь-то? Он явно... Ну, откуда она знала то, что он именно в эту сторону пошел? Куда он мог уйти? Откуда пацан знает, где находится его мать, если она жива вообще? Думай, Митса. На, вот, а пацан не подумал и свалил. Идиот. Но... Конечно, глупый поступок, но он ребенок. Это что, деревня? Есть? Да, странно. Такой лес дремучий. Тут прям деревня полноценная начинается. О. Эй, постойте, вы не видели здесь ребенка? Он кто-то бухал тут. Прошу вас. О, Митса, тебе лучше. Так, малыш. Кто это разговаривает? Клерви, это вы? Вы видели Хьюго? Ты опять на него накричал? Нет, вовсе нет. Времена и без того тяжелые, так еще и вы ссоритесь. Но мы больше не ссорились. А Митса, дитя, никогда не убегает без причины. Ну да, действительно. Подожди, а с кем? Она вот с этими ставнями разговаривала? Курица, кстати, дохла. Что-то как-то странно вообще. Может, ее глючит с самогонки? Понажрутся всякой хуйни. Потом заебы ловят. Откройте дверь, я пойду его искать. Хорошо, только будь осторожен.
Плохой ветер идет, Амиса. Очень странно, какая-то сквозная деревья с трупами. Бабка ворота открывает. Ебаной. Что ты рукой машешь? Сейчас пойду. Что такое? Что происходит? Амиса, я ждал тебя. Погоди, но это... Лаврентий, это правда вы? Где Хьюго? Он ушел. Походу, это кошмар какой-то. Я знал, что это случится. Я правда заботилась о нем. Когда почему он ушел, я не знаю. Я делаю все, чтобы защитить его. Даже самые страшные вещи. Ну да. Кровь продлить легко, но любить и оберегать. Я его найду. Тогда иди и молись, чтобы не было слишком поздно. Мамочка, снаружи какой-то шум. Да я глючит стопудово. Юга, это он. Это священник, он вообще покойник. Его как раз на этом ранче куча крыс. А, он сгорел же нахрен. А крыс он корову пожрал. Мамаша. Амиса, пойдем сюда. Твой брат здесь. Как он? Если он вернулся, значит ему не очень хорошо. Но я сделала все. Ты скрыла от него правду. Но он ранимый мальчик, Амиса. Я предупреждала. Позвольте мне увидеть его. Он не хочет тебя видеть. Мамочка, с кем ты разговариваешь? Я должна его увидеть. Ты больше не нужна ему. Это ложь. Ну так иди. Сама все поймешь. А пацана-то прет нахрен. Хорошая самогонка была, значит. Нормально замутили, чего? Ну, то, что он траванулся, как бы, это нехрен. Малому пить столько. Подожди, может пособирать что-то? Да, нет, мне кажется. Комнатушка-то пуста. Дебил. Пол скребет, что ли? Ну давай подойдем. Юга, ты в порядке? Нет. В чем дело? Почему ты ушел? Почему ты не сказала мне, что мамочка жива? Для твоего же блага, Хьюго. Это неправда. Ты просто не хотела, чтобы я знал. Не говори так. Ты просто ревнуешь. Ревнуешь. Отпусти меня. Так она его не трогала? Хьюго, где ты? А, она вырубилась и ее поглючила. Ну, понятно. Помогите. Подожди, это он кричит? Или я до сих пор глючу? Давай, где пацан? Пусти меня. Я домой хочу. Так, тихо, тихо, тихо. Хватит орать. Где твоя сестричка? Я не знаю. Да, она была приятным дополнением. Вот чё, пидоры? Ну-ка нахуй. Блять, поторопился. За брата и двор стреляю в упор. Нахуй пошел. Амиса. Я здесь, все хорошо, Хьюго. Все закончилось. Ну да, чё? Двоих-то вырубить. Ерунда. Если, конечно, сейчас еще не набегут. Хотя мы тут с толпой побольше сражались, так что... Эй, ты как? Они тебя не обидели? Нет. Ну почему ты сбежал? Я услышал мамочку, она звала меня. Тебе приснился кошмар, только и всего. Мне правда показалось, что это она. Ей было больно. И там, где она сейчас, нет боли. Вы же обсуждали это. Но ее больше нет, Хьюго. С этим придется смириться. Давай возвращаться. Хорошо. Нам нужно вернуться в замок. Я думал, они пойдут мать искать вдвоем. Но честно. Тут что-то как-то в замок. Тем более пацан мать видел. Слышал, по крайней мере. И возле замка его эти сволочи поймали уже по лескам. Значит, еще где-то рядом народ. Беатрис. Мамочка. Мамочка. Что? Что, блядь? Голос идет оттуда. Надо пойти туда. Нет, ты никуда не пойдешь. Ну почему? Отпусти меня. Юга. Может, это крысы орут? Глупо, конечно, но
А почему бы и нет? Может быть, крысы получили интеллект Беатрис. Может, Беатрис состоит из крыс уже? Как в этом Resident Evil каком-нибудь. В лучших традициях крепоты. Юга нет. Она там. Подожди, это и двор. Тут почище стало. Какая музяка. О, ой, ой, пацан. По-моему, уж очень зря он туда свалился. А, нет. Хьюго, ты мне нужен. Я иду. Где ты, мамочка? Мамочка, я не вижу тебя. Оставайся с нами. Нет, теперь ты одна из нас. Что это за руки? Замолчите, пустите. Оставайся с нами. Ты сделал это ради него. Если понадобится, я убью вас всех до единого. Нет, не сейчас, Хьюго. О нет, только нет. Только не они. Хьюго, это ты? Кто-то идет. Эй, я Хьюго, стой на месте, я уже иду. Прочь с дороги, пропустите. Хьюго, сюда, иди ко мне. Что ты здесь делаешь? Ребенку тут не место. Нет, мистер Николай, не трогайте его. Хьюго, где твоя сестра? Убегай от него. Я слышу голос. Там никого нет. Идем, иди к мамочке. Его инквизиция забрала. Идем к мамочке. Там никого нет. Ладно. Хьюго, нет. Они тебя... Ее заглючило или нет? Пацан убежал к крысе. Кровные узы. 14 глава. Почему вас затащила инквизиция, крысы? Ну это глюки какие-то, я не знаю, в чем дело. Пока тут что-то последние минут 20 как-то странная херня происходит. Я готова. Можно теперь пойду к ней? Это решает только Великий Инквизитор. Но вы же говорили. Мои слова ничто. Важны только слова Великого Инквизитора. Ну, короче говоря, получается, пацан свалил с замка, глотнув самогона. И его поймали. Притащили к инквизитору. Вот и все, хер до копейки. Но, не сомневайся, ты действительно очень дорог ему. Ну и пацан, походу, не очень-то вылечился. Рожа-то у него лучше не стала. Рысюка. Как бы пацан крысами не стал начинать, ну, не научился управлять. Она сделала мне больно. Я должен найти мамочку. Ага, гамим, короче, за пацана. Он инвентарь, короче. Ой. Шли. Чулан. Странные какие-то ящики. Нахрен они вообще тогда нужны? Если они, блядь, сквозные. О, голова. Этот шум. Хватит. Пуцик отопрет еще с самогоном. Ладно. Давай-ка на картах. Так смешно, бегает на гордочку. Карли. Я уже 4-ю ночь подряд торчу с этим. Когда это кончится? Скоро. Но лишь подумай, Мука, что предстоит пенсионеру Виталию. Твои страдания ничего по сравнению с ним. Ничто. Ничто твои страдания. Твои страдания ничто. Самогон все. Угу. Люди. People like well shit. Так. До куда он доходит? Угу. Некуда. Вот туда.
получится в тени заныкаться? Или он спалит? Не видно. Эта тетя там качает. Так, вот здесь заныкаемся. Тихо, тихо. Блять. Спалил. Ладно, я понял, куда бежать. Вот в этот вот промежуток, короче. Там, когда он подходит с лопатой, баба эту штуку поднимает. Виталис. Это Виталик. Вот здесь он меня не спалил уже, правильно? Там увидел. Так, бежим сюда. Заворачиваем. Дабы понадежнее, что. Давай вот сюда. Сейчас эта херня поднимется. Типа ковша у них такой конвейер, короче говоря. Тихо, 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 не торопимся. Блять. Похер, он не увидел. Торопился. Какая огромная комната. А где мамочка? Царь всех веществ. Бесценное золото. Размечая тебя и открывая тебе путь. Путь крови избранного. Ну, за ним просто пойдем. Че, они говно мелят? Тихо, тихо, тихо. Блин, куда бежать-то? Ну куда? Не, ну явно они там говно перемалывают. Кто-то идет. Медикус. Как идет афинаж? Превосходное качество, но сырья эспиган все меньше. Наших сборщиков истребляют крысы. Делайте все, что от вас зависит. От качества дистиллята зависит жизнь великого инквизитора. А, ну да, там дед даже порится всякой херней, короче. Ему же надо там периодически вкалывать себе кровь и жижу. Из ангиса. Ага, а тут не выбраться. Дай бог. Тихо, пузыри. Пузыри можно уронить. Тело великого инквизитора сокрушено уксусом. Боюсь, следующее может пострадать его разум. Не беспокойся, кровь мальчика восстановит равновесие сил. Да будет душа его в целости и сохранности. Понятно. Кровь пацана. Они пацана хотят высушить. Так. А мне куда? Вот туда. Наверное. И наверх. Я думаю, он должен мать найти. Все-таки. Не просто так побегаем, пока его струха не найдет. Скорее всего, он за матерью топает. Думаю, она должна выжить. И там дистиллят что-то сгущается. Скоро придется менять фильтры и оскоблить емкости. Ну да, надо очистить рабочее место свое. Главное, пузыри не уронить. То самогонка прольется, опять все бухие будут. У всех шишка встанет за малафьин тут все. 20 бочонков, мы почти у цели. Точно это здесь, больше мы уже это не сделаем. То, что тело мансиньора Виталия способно принять только эпизангвис. Эпизангвис. Опа-па-па-па. Куда бежать? Ага, вниз. Я, блядь, не туда пошел. Мне не страшно. Кто-то будет патрулировать город. Блин, я не успеваю читать одновременно и субтитры, и бежать. Как оно сейчас освободит нас, а я буду торчать здесь. Также после равно все встретимся. А, конец, уксус уже. Так, чувак. Дел проходит. Не успеваю некоторые субтитры почитать, потому что тут надо и в игре ориентироваться, и не попасться никому на глаза, еще и, блядь, субтитры довольно-таки быстро бегущие читать.
Мне вниз. Давай, хер, поворачивайся. Не хочет он вертеться. Может, наверх надо идти? Так, ну да, тут лестница. Лестницы там вниз нету. Значит, наверх. Логично. Молодец, никто тебя не заметил. Прямо как мели. Опа. Это что за приходы? Давай-ка сныкаемся. Тихо, тихо. Справа окна дым. В нем можно спрятаться. Можно спрятаться. Вот же козье дерьмо. Ну да, действительно. Угу. Побегаем. Побегаем и прячемся вот тут. Так. Давай, со следующим приходом валим в дверь. Так. Нахрен тогда тут охранника поставили, если он, блядь, не видит половину. Идиот. Тихо, тихо. Мне не за ним. Замок он не откроет. Довольно, немедленно проводите меня к великому инквизитору. Великий инквизитор очень занят. Занят? Я архиепископ, я действую от имени папы. Монсеньор, миссия великого инквизитора священна. Церковь никогда не одобрила его миссию. Я здесь и вижу лишь ярость и оккультизм. А вы идете за ним в самый ад. Умерьте гнев, ваше высоко. Людям вашего сана надлежит вести себя разумно. Это безумие. Мамочка, где ты? Так, пацан, давай-ка на карты, а то я разбегался. Даже большие двери он вряд ли может открыть. Он же дистрофик. Он только болел. Так. Шли туда вниз. Да? А нет, он не должен меня видеть. Так, да, значит, заныкаемся. Перед пешком подстал. И туда валим в тумбочку. Ну какой компактный, по компакту малой. Магистр, в тексте явным образом упоминается вознесение ребенка во время Великой Чумы Юстиана. Я знал. Римская аристократия оградила его от народа и тайно поклонялась ему. Вероятно, он был предком Хьюго де Руна. Продолжайте. Они говорят обо мне. То есть, получается, у пацана вообще какая-то кровь козырная. Это, наверное, первая положительная. То есть, какая там самая редкая кровь. Я прям за ним охотился, чтобы его высушить. Освободив страну от укуса, великий инквизитор обретает народную любовь. Первого порога. Я не успеваю одновременно, блядь, и на субтитры полиции, и вот этих пидоров уклоняться, блядь. Чё, где я оказался? А. Вроде понятно, да. The prima macula. Он поворачивается. Они все будут ходить по одной траектории. По-любому. The prima macula. У первого порога поглощает потерянного носителя. Прима Макела. Follows the lost carrier. Или следует за тем, кто в силах ее приручить. Master or Раб или slave. господин, хаос или порядок, но как узнать наверняка? But how can we be sure? Видим. Прошел. Там повернется, и мы свалим.
Тонечка-то. Ага, алхимические записи Беатрис де Рун зашифрованы. Я сдаюсь. Хорошие новости, они наконец перевели ее в подвал. Значит, скоро она нам все расскажет. Очень вовремя. Мать-то будут пытать. Бля, сука. Мамашу пытать будут. На раскрытие секрета алхимии. Палят. Да. А, их там двое даже. Бля. Давай смотри, где заныкаться можно. Тоже проход какой-то. Какой мне именно? А второй чего там так стоит? Блять. Ну да, не надо к нему выходить, когда он, блядь, рядом с тобой. Давай тут заныкаем. Почему? Просто дай ящик. Ага, ну и теперь можно под столом под этим прошмыгнуть. Верно. Пока топот его маленьких ножек никто не слышит, хотя он довольно-таки шумно, по-моему, бежит. И пацан-то не маленький. Иша, мисса, я нашел мальчика. Ну, я не знаю. Не факт вообще. То, что он ее нашел, как бы его не поймали, блядь, вместе с ним. Рядышком посадят, а потом телки ходи их уходят. Посадят. Скорее всего, так и будет. Она сказала, что они в подвале. Надо спускаться дальше вниз. Интересно, сколько концовок в игре? Надо будет загуглить потом. Ходит тут? Такая большая комната. Он читает книгу. Кто это? Чё, кто? А, это Дракула сидит. Здорово, деда. Так. Смотрим, как деда тогда обойти. Катсцена. Великий инквизитор, архиепископ прибыл. Ладно. Пригласи его. Деда-то гниет уже, я смотрю. Это крыса, короче. Под мантией. Ваше высокопресвятство. Надеюсь, вы добрались без приключений. Избавь меня от твоих любезностей. Нас утомили твои интрижки, Виталий. Интрижки? Ваше высокопресвятство. Но может ли интрижка изменить будущее всего мира? Ты сам себя послушай. Ты совершенно не сбрендил? И это все то? Позвольте, это невероятно важно. Сейчас этого на иглу посадят. Мы добыли кровь до Хьюга де Руна. Вы ее испытывали? Да. Мальчик уже должен был преодолеть первый порог. Но, к сожалению, что-то в его крови, как кажется, замедлило процесс. Акула по-прежнему остается в исходном состоянии. Это несущественно, если книги не ошибаются. И моя кровь будет связана с его кровью. Когда он преодолеет порог, тоже сделал и я. Продолжайте. Ага. Пуси. Конечно, так нихуя он ее тут дорог. Деда уже давненько на игле сидит. Наркоман ебучий. Довольно. Ты строишь из себя мученика. Но я скажу тебе правду. Ты злобный еретик, обезумевший от власти. Папа считает, что ты опасен. Виталий из Беневента. Тебя следует отлучить от церкви Христовой. Отлучить от церкви можно человека, ваше высокопресвященство, но не святого.
Твоя инквизиция распущена. Значит, наступает новая эпоха. Эпоха, в которой марионетки вроде вас склонятся передо мной и будут молить о спасении. Инквизитор, здорово. He is with us. Он здесь. Very good. Отлично. Проверьте, пришла ли в себя Беатрис Дерон. Pauline has regained consciousness. Деда, короче, широнулся и возомнил себя богом, короче. Он страшный, но надо идти за ним. Keep resisting. Зачем она продолжает упрямиться? We have the same goal. У нас же одна цель. Мы все сражаемся с чумой. Only our methods У нас differ. просто другие способы, и дочь ее совершает ту же ошибку. What was that? Дура. Over there. Блять, на меня испалили. Зачитался я что-то. Субтитры. Не, ну чё, они на них нападают, а эти, блядь, сопротивляются, все правильно. Они защищаются. Keep resisting like that. Я понимаю, что у них цель-то одна и та же, но какими способами? Plague. Инквизиторов, по-моему, явно никто не жаловал. За дикие методы. Same error. Stupid. But brother, he Так, is а как unique. того обходить? He might understand. Дура, но брат, он совершенно особенный. Я особенный? At ease. Больно. Dignum. Ad lucem, sir. Ну что, вы встречались с великим инквизитором? Grand Inquisitor? Yes. Да, кровь носителя течет в его венах. Конъюрация свершителя. The conjuration Вершится. will take place. Splendid. Замечательно. Конец чумы близок. Indeed. Все так, но не теряйте From the Lord бдительности. God. Не торопимся. Как раз этот ждет, пока он тут идет. Все, погнали. Деда наркоман, сука. Вредный. Думаю, надо будет ему с прощи башку долбануть. Сад. Небо. Отсюда видно небо. Nicholas. Капитан Николай, поздравляю с поимкой ребенка. We've been after him for weeks. Несколько недель его искали. Блядь, меня спалили опять. Торопимся. Nicholas. Ну и что видно небо? Congratulations on capturing Да, the разница. child. We've been after him for weeks. And then he simply turns up. А потом here asking он to просто see объявился здесь, мол, хочет увидеть мать. Seems Так, he тут has a еще sense of чувак humor. сидит. that he won't Похоже, be ему не keeping for откажешь. long. Недолго ему шутить осталось. I have to go Между тем and самому see пора my увидеться с его матерью. What's he going to do with her? Что он собирается с ней делать? Отдрючит ее в церковь. Ой, в церковь. А как меня палят-то совсем. А видят, видят. Блин, в какую сторону-то идти? Может быть, вот тут вообще пройти? Nicholas. Congratulations on capturing the child. Congratulations. We've been after him for weeks. And then he Тут можно simply пройти turns вроде. up here asking to see his mother. А, Seems he has a sense of humor. That he won't be keeping for long. I have to go and see так, и him тут for священник myself. сидит. What's he going to do with her? Пять. Подожди, он же за ним не шел, он там оставался. Вон инквизитор, все, мы идем за ним, все нормально. Тихо, он уходит. Бля, с этими-то козлами что делать? Так, пройти. I can't see Да он видит, сука. Блять, я чуть-чуть не набежал. Sky. I can see the sky. Подожди, он идет вообще вот в ту сторону. Мы просто можем подождать. Наверное. Нет, тут монах тоже, блядь. Вообще палево. Сука.
теперь диалог не слышу. Ладно, ну, за 2 раза уже понятно, то, что он к мамаше идет. Congratulations on capturing the child. We've been after him for weeks. And then he simply Давай turns сюда up попробуем here пойти. asking to see his mother. Монахов. Есть охранник. He has a sense of humor. That he won't be keeping Бля, что тут народ так дохуя? I have to go and see his mother myself. What's he going to do with her? Ну-ка, давай вот так вот. Чик. Сейчас они пройдутся. Блять. Go and have a look. Палят. Ладно, ребят, давайте на этом серию завершим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока.